Приветище! Привет всем. Канал РТС Сибирь, работа глазами водителя транспортной компании X5 Транспорт. Вот сейчас будет нас... Где я вообще? В общем, я заблудился, помогите. Ау. Шутка. Я из РЦ выехал, вот остановился. Думаю, ладно, запишу рейс. Да в ночь поехал, 2 часа, ночью 20 минут. Ночные магазины 4 штуки. Магазины пятерочка. Все выгружаю я. Все мне. Поверните налево. Блин, что-то звезд нету. Поехал я обратно. Просто не могу это по звездам гороскоп посмотреть. Без этого опасно ехать. Надо заправиться, заехать. Короче, работа к ночи. Не знаю, как другие, но я сплю по 3 часа, блядь. Вышел, получается, со вчерашнего дня. 3 часа поспал. После суток. Сейчас вот опять поехал. Перед этим еще 3 часа. Надеюсь, сейчас этот рейс катану. 3,5 часа посплю. Контакт выполнен. Земля на связи. Марс, Юпитер, вызываю вас срочно. On a long and lonesome highway, east of Omaha, you can listen to the engines moaning out his one note song. Think about the woman, the girl you knew the night before. But your thoughts will soon be wandering the way they always do. When you're riding 16 hours, there's nothing much to do, and you don't feel much like riding. Wish the trip was through. Ah, here I am on the road again. Here I am up on the stage. Here I go. Start again. Here I go. Turn the page. So you walk into this restaurant all strung out from the road, and you feel the eyes upon you as you're chicken off the code. You pretend it doesn't bother you, but you just want to explode.
Мы едем, едем, едем в далекие края. Там, где 500 магазинов, и я буду... И где буду один я. Вот, правильная песня. Если ты остался один, это не беда. Значит, пятерочка БКП будет для тебя. Круговое движение, третий съезд. Все магазины находятся в городе Новосибирск, на правом берегу. Погода у нас хорошая, эта неделя вообще жаркая. Сегодня среда, впереди еще больше половины недели, и все дни будут теплые. Воздух нагрелся, вечера теплые. Комары только холодные. Да, эти насекомые проснулись. Начинают надоедать. Это смешанные чувства, когда в кабине отдыхаешь. Вроде как бы и душно, и в то же время окошки открываешь, вот этот звук, вот этот не всегда приятен. Так, ну чё, надо поздороваться со всеми, да? У меня тут же компания веселая. Впереди железнодорожный переезд. Здрасте. Hello, woman. Hello, I am not a woman. I am a virtual AI assistant named Elisa. Ты чё несешь? Я пошутил. Ну чё, нельзя было привет сказать? Следующий. Ты чё, спишь, заведующий? Просыпаемся, давай. Не хочешь? Впереди камера на полосу. Ты давай, все, ты свои 5 копеек уже сказала, все. Норму знай. Следующий давай. Эй. Не хочет, прикинь, реагировать вообще. Безобразие. Прелесть какая. Можешь так всегда себя вести? (28, 27, 26). Я раньше думал, это цифры типа как это, приближение к перекрестку, метры показывают. Фига себе. А это оказывается таймер светофора. Офигеть. Смотри, знаки какие интересные. Те, у которых есть титьки и 70 возраст, нельзя сюда ездить. Прикольно, да? Да, я все знаки изучал. Все знаю. Что за рога нарисованы? Интересные. ДТП. Вот сюда лучше не заезжать. Здесь ДТП происходит. Опять этот возраст везде указан. Почему у них везде 40 либо 70? Какие-то определенные вот возраста. На протяжении 200 метров вот участок дороги, если тебе за 70, сюда лучше не ездить. Вот. Тоже задавался всегда вопросом, почему. Потому что здесь светофор. И я так понимаю, ты его можешь не увидеть просто.
Ну, вот он, светофор. Может быть так. 4. Блин, ну вот это, конечно, загадка. Что за 4? 5. А как говно на английском? Есть несколько вариантов перевода, в зависимости от стиля речи. Нитро через 1 километр 500 метров, круговое движение, первый съезд. Блин, ты мне еще несколько сортов перечисли. Да я хотел просто поругаться, на дорогу надоело. Есть несколько сортов говна. Блин, ну это вообще прикол. Сейчас бы как начало мне там перечислять. Насекомые, коровьи, человечьи, птичьи, инопланетяне. Вот зачем они сделали этот слоган «Пятерочка выручает»? Вот видите, все туда едут. Даже я не успеваю доставку сделать. Бля, я чувствую сегодня... Ой, извиняюсь за мат. Я сегодня чувствую, вечер будет веселым. Так, а там вон заправка, надо заправиться. Блин, опять титьки с возрастом 70. Да что такое? Через 500 метров, круговое движение, первый съезд. Через 500 километров взлетайте вверх. Сердце Сибири. Вот, смотрите, какая прелесть. Вот эта заправка. Не могу заснять цены, они отсвечивают ночью. Светятся сильно ярко. Ладно, давайте, надо заправиться. Уважаемые клиенты, АЗС работает по системе пустоплата. Сначала заправка, затем оплата. Остановите заправку на нужном количестве топлива и перейдите в советской колонке. Не освещая колонку, пройдите в магазин и оплату. Уважаемые клиенты, АЗС работает по системе пустоплата. Сначала заправка, затем оплата. Остановите заправку на нужном количестве топлива и перейдите в советской колонке. Не освещая колонку, пройдите в магазин и оплату. Пипец, блин, время 3 часа, уже через час утра. Я только разгружать сейчас это буду только через полчаса. А тут это, веселуха пошла. Я, получается, сутки отработал. У меня из 3 рейсов 2 рейса это заморозка была. Вот, что такое заморозка? Ну, мы обычно возим в термобоксах. А тут что-то то ли их не хватило, то ли что. Короче, пришлось в палете замотали все вот эти замороженные коробки, вот эти все в палете стрельнули. Впереди железнодорожный переезд. Полную будку загрузили, высота по колено всего. И катаешь. Магазинов 9-10, ё-моё, на каждой по палету, по 2. Вот веселуха-то была. Вот я сегодня третий рейс как раз вот делал в течение дня, блин. Все пробки, все пособирал. Еще какая особенность в будке? Температура минус 20. На улице плюс 20 и выше. Плюс 30, ладно. Чтобы не простыть, приходится куртку одевать. Люди на тебя как на дурака смотрят. На улице плюс 30, а ты в куртке, чуть не в шапке туда в будку залазишь. Но мне мое здоровье важнее, потому что резкие перепады температуры, ты, блин, на улицу вылез. Потом резко туда, в эти минус
Ну там ладно, не минус 20, но минус 15. Было уже такое, где-то год назад тоже ездил я. Ну это на старой машине, на Исузу. Тоже такая же. Такие же рейсы помню. Ну я как-то это... То в футболочке, то в маечке, а потом, блин, то кашель, то сопли, нафиг надо. Все, больше я не это. Больше я так не делаю. Чего вам, Впереди ребята, не железнодорожный спится, а? переезд. И тебе тоже. Кого они все возят, я не могу понять. Это что, такси все, что ли? Или что это? Или все работают? Или все магазины доставляют, только не на грузовичках, а на седанах всяких. Я всегда задаюсь вопросом, вот столько машин ездит. Вопрос, зачем? Все покататься решили. Да, город это такая сказка и мечта, что тут бывает, тут хочешь, допустим, доставку делаешь, ночь вроде, думаешь, сейчас один останусь наедине с мыслями своими. Нет, нифига, тут вообще такое ощущение, как будто люди вообще не спят. Постоянно движуха, 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 движуха. Вот так вот. Where do I take this pain of mine? I run, but it stays right by my side. So tell me open, pour me out. There's things inside that scream and shout, and the pain still hates me. So hold me until we sleep. Just like the curse, just like the stray. You feed it once, and now it stays. Now it stays. So tell me open, but beware. There's things inside without a care, and the dirt still stains me. So wash me until I'm clean. It grips you, so hold me. It stains you, so hold me. It hates you, so hold me. It holds you, so hold me. Until it's me. So tell me why you've chosen me. Don't want your grip, don't want your greed. Don't want it. Tell me open, make you gone. No more can you hurt anyone, and the fear still shakes me. So hold me until it sleeps. It grips you, so hold me. It stains you, so
крупняк вообще просто. И они... Их много. Дорогу перекрыли там одну. Думал, объеду, сейчас быстренько подъеду. Ага. Там что-то трассу делают, тут трубы меняют или что там, ремонт, короче. Ё-моё, тут скоро мы... Здесь скоро это, вот этот участок, он в ядро земли уйдет. Зато зимой холодно не будет, да? Говорят, ядро там тепло. Вот как он мне показывает. Ни хрена непонятно, но очень интересно. Смотри, здесь везде тупики, короче. Через 300 метров на светофоре поверните налево на улицу Кирова. Впереди камера контроля перекрестка. Ё-моё. Пипец дорога, да, здесь? Ужас. Это центр, кстати. Это центр. А мне сюда надо. Ну, первый магазин здесь. Маршрут перестроен. Через 200 метров поверните налево на улицу Грибоедова. Вот, я обычно там вот с того направления заезжаю. Но там перекрыто сейчас. Ну как перекрыто? Местами перекрыто. С противоположной стороны, если ехать, то вроде нормально. Ладно, я уже заехал. Ё-моё, что ж тебе именно сюда-то надо ночью? Хрена не видать здесь, это пипец какой-то. Еще этот светильник тебе светит в глаза, блядь. У них, короче, рохля, что ли, сломана, я не могу понять. Как-то плохо она работает. Короче, вот эти маленькие все сюда. А что с тобой? Я вот только батарейку менял. Что у меня мозги компенсируют? Так. Вперед. Так.
Места как много, а? Что бы здесь не катать, да? Остается 2 палета. Сейчас надо их вытащить единственное. Вторсырье я не забираю в этот раз, потому что я еду еще в конце, надо будет товар забрать с производства. То есть бывает такое, что ты что-то увозишь, а потом что-то еще и на РЦ привозишь. Ну, поехали дальше. Первый магазин готов. Время 4 утра. Блин, до рассвета бы успеть. Так-то вроде они тут недалеко все. Так, на следующем магазине будет выгружаться 1 палет всего. Четыре минуты ехать.
Третий день сегодня работы, получается. Среда. Работаю ровно по неделям. Прошлая неделя у меня была насыщенная поездками в Алтайский край. Все эти ролики вы можете увидеть на канале, кто не видел. Сначала Горно-Алтайск ездил, потом в Яровое ездил. В Яровое, пока ехал, у меня произошла неполадки в машине. Но ничего, справился, выполнил все задачи. Доехал, потом отремонтировали. Ну, все сутки я ездил на аварийной сигнализации. Она у меня сама здесь у машины. Если какая-нибудь такая серьезная неисправность, то у нее загорается аварийная сигнализация. И вот эта аварийная сигнализация, она будет мигать до того момента, пока не устранят все. На глаза и мозг капает нормально. Да и тем более она, видите, еще проблема с этой сигнализацией. Ты уже едешь, тебе надо где-то поворачивать, поворотником показывать, а ты едешь постоянно на аварийке. Поэтому я считаю, опасно ездить на аварийках. Не всегда же ты прямо едешь, тебе надо маневрировать влево, вправо бывает. Да. Весело было. Но ничего, справились нормально. Тут вот люди интересовались как-то тоже на канале, как вам машина Хова. Вот видите, болячка. Недавно блок поменяли. Вот этот EBS. Саму систему. Нет, опять он желтая загорелась. Это все, это вот у них болезнь такая. Я заметил, она вылазит тогда, когда машина загружена весом. Вот. Да, она сейчас горит пока желтеньким, неисправность. Направо, во двор. Ну, со временем потом загорается уже красная. Просто миллиметры, прикинь. Да. Но зато ровно будем выкатываться. Так, ладно, у меня один палет. Поехали работать. Короче, так вот я его подстраховал, потому что оставлять его без страховки
Он мог бы наклониться и все. Сюда получается вот этот палет с овощами. Всё. Без этого-то, без козырьков наших. Короче, вот такого говна не было. Иногда приходится делать вот так вот. Потому что поцарапается дверь. Сразу другой палет подцепить, так опа. Всё. Пускай его страхует. Чего такое? Блять, и эту рофлю сломали, ё-моё. А не то ли на ней это на карьер ездят. Иногда рофлик пипец ушатанный просто. Так. Тихо, 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 тихо. Ну куда же без говна-то, да? Блять, кто так упаковал его? Дебилы. Выкатил этот магазин, но не без приключений, блин, как всегда. Палет высокий, оказывается, в самом конце у нас подвох был. Черный ящик с черешней на соплях висел. Ну и что вы думаете? Когда я начал его выкатывать, часть этого ящика посыпалась вниз. Еще пришлось черешню собирать. Ну, я говорил, где-нибудь подосрут, да, немножечко так бывает. Мало того, что палеты высокие, они еще на край их ставят, эти ящики. Как раз батарея села. Я думаю, что она села, а ей просто не хотелось смотреть. Очки не захотели записывать этот процесс. Ну, ничего там интересного не было, сразу говорю. Так себе вариантик. Ладно, еду на 3-й адрес. Ну все, вот эти магазины, это был правый берег, сейчас еду на левый берег. 2 магазина сейчас будут на левом берегу. Покидаю я правый берег. Даже не знаю, буду ли скучать, либо расстроился. Нет.
Прощай, правый берег. Блин, время уже все совсем уже расцветает. Скоро не пообщаться с самому собой. Опять придется делать вид, как будто я по телефону с кем-то разговариваю. Не, ну просто если я буду просто ходить, разговаривать сам с собой, люди подумают, что я ебаный. Потом будут говорить, чё, кого в пятерочку набираете? Скажут, кого в пятерочку набираете? Вы вообще это, они у вас медкомиссию проходят, они он ездит, у вас общаются, блядь. Он едет и сам с собой разговаривает. Поэтому как-то так. Стараемся с этим делом не особо палиться. Я тут иногда до сих пор еще не привык, что люди по гарнитуре общаются. Вот он идет по улице, что-то трындит сам собой, блядь. Я думаю, ё-моё. Ну, говорят, люди, когда сами с собой общаются, значит, это, может, умные люди. Но не всегда. Ну, суть-то в чем? Он по телефону разговаривает, только через гарнитуру. Просто как бы по старинке привыкли, если по телефону общается, то он и держит его в руке, да? А тут же сейчас гарнитура есть. Поверните направо на Зыряновскую улицу. Так что... Не, город это вообще интересное место, тогда говорю, идешь, ухо подчесал, уже полгорода видит. Я имею в виду, что тут пипец. Тесновато так. Каждое твое действие попадает в зону обзора. Вот еще один вид теперь с Октябрьского моста. Когда движухи нету, можно поснимать, да? Хорошо так видно кадры. Сейчас, через час тут будут пробки. Новосибирск город, он интересный. Если все эти места увидеть, тут у него много мест. Хватает тут и музеи, и кинотеатры, и зоопарки, и всякие кафешки, рестораны, набережная, вон тут пипец место, я говорю. Тут можно приехать, просто деньги оставить и уехать. Да я даже так скажу, в Новосибирской области как бы тут хватает даже городов небольших, где тоже есть всякие курортные места, в основном как бы, ну, такие санатории всякие интересные. Короче, деньги есть, можешь кайфануть. Ценники, да, ценники тут такие, я бы сказал. Как говорится, это, кто работает, тот ест. Дорого тут все, конечно. Просто есть вот такой момент, Новосибирск, как бы тут
Понятно, в Новосибирске работа есть, и зарплата, еще есть места, да, где может что-то зарабатывать. Оно сопоставимо как-то с ценой может, да? Ну, то есть ты еще можешь что-то взять. А вот есть... А суть-то в чем? Такие же цены, как вот в Новосибирске, есть в маленьких городах. Ну, это пипец. А там работа уже не особо. Через 600 метров держитесь левых полос. Ну, а если ценник, то зарплаты тоже не оправданы, так сказать. Не соответствуют ценам в магазине. Вот и все. Вся суть. Ну вот и город просыпается. Время 5 утра. Сейчас начнется опять гадость какая-нибудь с утречка опять. Ну, я имею в виду, может, где-нибудь авария, поломка. Некоторым людям с утра нравится, помимо как зарядка, может, физическая, там, им еще нравится зарядка вот эта моральная. Обязательно надо куда-нибудь влететь или что-нибудь сделать, чтобы потом полдня простоять и аварийную этих комиссаров подождать. Жалко только тех людей, кто вообще вот не при делах. Они просто ехали, и в итоге вот этот, которому скучно, он влетел в них, и все. А этим приходится из-за него стоять. Я про аварии вот эти утренние, стабильные, в любую погоду, зимой и летом одним и цветом. Через 300 метров поверните направо, во двор, а затем поверните налево. Так, ну что, я подъезжаю. Поверните направо, во двор, а затем поверните налево. Да ну, тут тесно. Не, я не хочу. Все, поехал я обратно. Нет, мы не приехали. Мне не понравилось место, не хочу. А с какого-то перепуга этот магазин я сам должен открывать. Они же обычно это дневные были. Я имею в виду дневная самовыгрузка же. Была раньше дневная. Сейчас, видать, ночная стала. Да ёп, красоте. Ремень этот большой, пипец. Все подряд обмотает, и ручник, и коробку, и шею тебе, и все.
стоит. Как-то неровно. Думал, место оставить. Здесь, может, кого-нибудь проехать надо будет. Видите, какой я заботливый, думаю о других. Только вот другие о друг друге не думают. Вот. Есть вот категория людей вот этих, которые... На этой планете главное я. Вот. Лишь бы мне проехать, лишь бы мне припарковаться, лишь бы... Короче, вот. Категория чудиков. Ладно, все, пойду я работать. Есть вероятность, что близко подъехал. Ну да, есть такое. Блин, тут надо ровнее вставать. Надо еще выкручивать. Все, финальный магазин остается. Этот я выкатил по-быстренькому. Да уже как-то и записывать смысла нету. Я имею в виду, что время день, много не запишешь. Ладно, принцип тот же, 5 палетов выкатил, да и все, ничего особенного. Все, что делал ночью. Без приключений в этот раз. Де 10 минут ехать. Ну как ехать? Скакать. Ехать. Ехать это по дороге обычно. О, нифига себе, дорога, что ли? Асфальт! Поди, еще и без ям. Требуется охранник. Сюда, что ли? А что охранять? Вот тот туалет сельский. Понятно, это дорогая вот эта штука, ясно? Его надо охранять. Так не проще охранника сразу туда посадить, да и все. Тут чих-пых, 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 пах, чих-пах, пах. Как он ездит по таким путям, вообще не пойму. Не, вот, кстати, на них так классно ездить в городе. Это то же самое, знаете, вот как это, аттракцион. Трамвайные горки. Будьте внимательны, рядом школа. Трамвайные горки называются. Не знаю, мне нравится в городах, в городе, не в городах, а именно в городе у нас, в Новосибирске, я пользуюсь метро, трамвай. Я вообще автобусы сейчас особо не пользуюсь. Ни автобусами, ни вот этими, ни троллейбусами. А именно то, что ездит по железной дороге. Это метро, трамвай, электричка, поезда. Вот это самое лучшее. Потому что там в пробках стоять не надо. Метро так это вообще кайф.
Там быстренько добрался до какого-либо там площадь. У нас же по площадям все в Новосибирске. Площадь Маркса, площадь там Ленина, площадь там еще всякого там. Все, финальный магазин. 5 минут еще ехать. Впервые мне придется выгружать эти магазины, точнее вот этот магазин. В светлое время. Поверните направо, во двор. Обычно всегда ночью его привозил. Все, проснулись. Ё-моё, что там за свинство-то? Вы приехали. Что-то там какой-то поросятник устроили. Да, я приехал, но там что-то какая-то хиромантия непонятная на пандусе. Кто-то в помойке рылся, что ли, я не могу понять, что там такое. Что это за фигня, блядь? Какую-то помойку устроили. О, иди сюда, попугайчик. Кеша. В смысле, он, скорее всего, он полетел на шаурму. Точно. Там как раз шаурму готовят недалеко. Пойдет. Кия. Я знаю кунг-фу открытия дверей. Кунг-фу дверей. Это тоже, кстати. Где помойка-то? Да. Я знаю кунг-фу дверей. Вот это надо сейчас скинуть. Классно на самосвалах ездить. Кузов поднял, высыпал и поехал, да? Можно было так в пятерочке выгружать. Высыпал палеты и поехал. Вывалил их здесь на проходе и все. Пятерочка выручает. Кстати, эти штуки опасные. Если с ними неправильно работать, можно себе палец повредить. Да.
Ё, какой у меня тут звездец просто. Еще будку делали тут. Тут такой пипец. Я открываю занавес. Что меня тут ждет? Подарков не ждут. Это не шутки. Мы встретились в будке с палетом номер 1. Помните, песня была «Это не шутки, мы встретились в маршрутке». Вот. А тут песня маленько измененная. «Это не шутки, мы встретились в будке с палетом номер 1». Помогите, за мной палет гонится. Спиной развернулся, едешь такой, кричишь: помогите, помогите. Что такое? За мной палет гонится. Вы ебаны. Нет, я не выспался просто. Так, ну что, еще 2 палета. Тут кафешка рядом просто. И у меня сразу мысль такая, ну сейчас едой просто пахнет. Запахло едой. Работа, отбой. Я же еще молодой, я же еще страдаю ерундой. Да ё-моё, что он так болтается? Ветер сильный дует с будки, стопудово сквозняк. Я-то думаю, что это такое-то? Вторсырье такое интересное. Это так замотали, да? И как я его забирать должен? Типа подбирать его, да? Блин, слушай, необычненько как. Реклама раньше была. Мама, я опять летал во сне. Про растишку, короче. Летаешь, значит растешь. Вот в моем случае. Мама, я опять ездил во сне. В будке ездил во сне. А летаешь, значит, ездишь, значит, работаешь в X5 транспорт. Или нет, неправильно. Мам, я опять палеты катал во сне.
Катаешь, значит работаешь в пятерочке. Бля. Машину катай, палеты катай. Слушай, я думаю, сюда ведьма прилетела. Там он метла. Веник. Помидоры, 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 овощи. Закатываю я вовнутрь. Словно на кобыле. Все, ладно, я домой пока. Надоело. Хотел погулять, сходить. Говорят, съезди, покатайся. Ну вот и сказочки конец. Ну, а это был канал РТС Сибирь. Работа глазами водителя. Транспортной компании X5 Транспорт. Доставка магазинов пятерочка. До новых встреч. Всем пока-пока. Не забывайте про лайкосы.